Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра Миллер. Спасибо, что смотрите мои видео, делитесь ими в соцсетях, подписывайтесь на мой канал. Я вам за это очень благодарна. За окном июль, лето в разгаре. На огородах и в теплицах вовсю цветут томаты. Хотя нет, если вы смотрите это видео, то у вас есть большой вопрос. Почему ваши томаты не цветут? Хоть на грядке, хоть в теплице. Или плохо цветут и не образуют завязь. Как же заставить томаты цвести и завязывать плоды? И чем их подкормить, чтобы быстрее зацвели? Проблем и вопросов много, но все вполне можно решить. Плохое цветение помидоров может быть вызвано несколькими причинами. Например, слишком хорошими азотными подкормками. Из-за этого томаты, что называется, жируют, зеленеют себе и даже не думают ни цвести, ни плодоносить. Как люди в юношеском возрасте, ни забот, ни тревог, ни тем более детей. Еще одна возможная причина – затенение. Томаты плохо растут в тени. Куда уж тут еще цвести и плодоносить? Также на интенсивность цветения и плодоношения влияет температура воздуха. Если слишком холодно, это большой стресс для растения, и оно замирает. Ждет более подходящих условий для плодоношения. А вот если слишком жарко, томаты могут мгновенно зацвести, чтобы в таких угрожающих жизненных условиях оставить после себя потомство. Но завязи практически не будет, одни пустоцветы. А все потому, что пыльца пересыхает и становится бесплодной. Оптимальная температура воздуха, при которой вегетация томатов проходит без сбоев, плюс 22, плюс 26 градусов Цельсия. Ночью плюс 15, плюс 17 градусов Цельсия, а температура грунта должна быть в пределах плюс 20, плюс 24. Что же надо сделать, чтобы помидоры начали цветение? И чем их подкормить, чтобы быстрее зацвели? Шаг первый. Если томаты нарастили слишком много зеленой массы, от излишков следует избавиться. Я обычно беру ножницы и начинаю срезать нижние листья, чтобы не было контакта с грунтом. Также немного укорачиваю листья по стеблю, удаляю отросшие пасынки. Помидоры для дружного цветения должны хорошо освещаться солнечными лучами и хорошо проветриваться, чтобы шло опыление. Если томаты высокорослые, в некоторых случаях при слишком большом приросте иногда приходится даже прищипывать верхушку, чтобы остановить рост и спровоцировать начало цветения. Для низкорослых томатов этого делать не надо, поскольку у них нет точек роста на верхушках. Можно удалить только излишние листья и пасынки, чтобы способствовать переходу растения к началу цветения. Шаг второй. Внекорневая подкормка или подкормка по листу водным раствором борной кислоты или хелатом бора и через 2-3 дня минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий. Именно эти макроэлементы отвечают за начало бутонизации и цветения томатов, несколько замедляя рост зеленой массы и запуская механизм репродукции, плодоношения. Вот схема внекорневой подкормки хелатом бора. 50 мл хелата растворить в 10 литрах воды и опрыскать кусты томатов по листу в первой половине дня, чтобы удобрение хорошо усвоилось. Через 7-10 дней процедуру можно повторить. Как приготовить раствор борной кислоты для опрыскивания томатов, я оставлю ссылку под этим видео. Следующая внекорневая подкормка, которая нужна томатам, чтобы началось цветение, обычно делается через 2-3 дня, но на этот раз удобрениями, содержащими калий и фосфор, для запуска процесса бутонизации и цветения. Схема выглядит так. В 10 литрах воды растворить 10 грамм аммиачной селитры, 55 грамм суперфосфата и 10 грамм сульфата калия. Обработайте томаты по листу в первой половине дня. Через 7-10 дней после этой подкормки в период цветения следует сделать еще одну внекорневую подкормку помидоров, но на этот раз без азота, уменьшив количество фосфора в 2 раза и одновременно увеличив в 2 раза количество калия. В 10 литрах воды следует растворить 25 грамм суперфосфата и 50 грамм сульфата калия. Предварительно суперфосфат надо настоять в 1-2 литрах воды 2-3 дня, чтобы он лучше растворился. Затем этот раствор довести до 10 литров
и добавить 50 грамм сульфата калия. Водным раствором таких минеральных удобрений я опрыскиваю томаты по листу также в первой половине дня для получения хорошей крепкой завязи. Некорневые подкормки томатов, богатые калием, для получения хорошего урожая можно повторять каждые 7-10 дней в период цветения до появления крепкой завязи. Если же вы выращиваете высокорослые или индетерминантные томаты, которые завязывают плоды постепенно, по мере роста стебля, то опрыскивание по листу такими водными растворами бора и минеральных удобрений следует делать в 2 этапа. Сначала, как я рассказала выше, а затем в момент начала формирования и цветения 3-й кисти все вышеперечисленные подкормки следует повторить, обрабатывая только верхнюю часть растения, от верхушки томата и до 3-й цветущей кисти. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях, чтобы оно сослужило хорошую службу и другим огородникам и садоводам. Спасибо за просмотр!